опять не спится. Знаете, странно такое чувство, блин. Вот 2 дня здесь сидишь, что-то такая тоска здесь нападает. Вот 2 дня я ни с кем не разговаривал. С кем разговаривать? Где кошки, блин? Ну да, оно прикольно, там после каких-то движений там в Риме, суеты, здесь отдохнуть. Ну, блин, ну день отдохнешь, ну 2 отдохнешь, ну 3 отдохнешь. А аж потом устаешь от этой тишины, от этого. Я не знаю, как люди вот хотят купить где-то в горах, в лесах, дачку с семьей отдыхать. Ну да, когда там бурная семья, компания, может быть и классно. Но компания рано или поздно все равно уйдет. А вам этот мусор разгребать после компании и так далее. И опять сено, трава. Вот так вот я и эксперимент заодно сделал. А хочу ли я, опять же, такой дом? Ну, такой, не такой, вообще в таком месте. И часто мне попадались, вот, и часто люди покупают, хотят купить, соблазн за 30, за 40 тысяч, за 50 тысяч. Не знаю. А если вы будете старый пожилой? Что, у меня тоже есть опыт, разница жизни. Я же и на Сахалине жил. Ну, это тоже своеобразное такое место на отшибе, как бы. Вроде бы городок, вроде бы живешь. Но тебя все сковывает. Здесь море, здесь сопки. И вот одна длинная дорога, ну пошел туда, ну вернулся. Сюда я когда-то уехал в 17 лет. 3 года здесь прожил, закончил мореходку. Такой печальный городок, но многому он меня научил, что мне пригодилось сейчас. Ну, полгода, ну, год. Блин, тошнить начинает. Я не выдержал. Наверное, у меня натура такая. Я не могу долго жить в таких местах, в которых нету жизни. Почему я люблю иногда метро, поезда ездить? Это другая жизнь, она как-то, ты находишься в центре какой-то жизни. Почему я иногда выхожу в Рим, в эту суету, я говорю, да, тяжело, там туристы. Ну, в этом-то и кайф, понимаете, когда ты можешь и вот так вот посидеть, пожить. И просто захотел и пошел на люди, погулял. Ну, все равно жутко, согласитесь. Деревья, помидоры, кабачки, блин. Цирк, блядь, кабачки. Блин, выспаться завтра, доделать этот щиток и домой к чертовой матери. С кем-то поговорить, кого-то увидеть. Люди! А в моем городке жизнь кипит полным ходом. Вот это жизнь. Хотя бы периодически надо взрывать мозг чем-то. Итальянцы в этом плане молодцы. Ну, особенно в моем городке. Ну и самое главное, как по мне, не зацикливаться никогда ни на чем. И создавать себе какие-то контрасты. Ну, если честно, в том месте, где я сейчас делаю этот ремонт, тоже делают такие карнавалы, там тоже делают движуху. Именно поэтому молодцы. Они, даже если живут в селе, они не дадут себе соскучиться и умереть. Так что тоже надо брать пример у итальянцев.
и как бы вам не было скучно или слишком весело, все равно приходится возвращаться к обычной работе. Сегодня я, кстати, работаю с сыном. Ну и вот получается, что, наверное, наша жизнь 80% состоит из работы. И это, наверное, нормально. Главное, чтобы на этой работе были нормальные отношения, нормальная зарплата. В общем, получается, в нашей жизни главное, чтобы было все гармонично. Ну а теперь по моей работе. Я вам сказал, что закончил, но не показал вам сам процесс заканчивания, так сказать. И еще одна новость. Многие мне написали, что мы сожалеем, что все закончилось, мы уже привыкли. Да, я вам покажу, до чего я дошел, до какого финиша. Но продолжать будем ремонт. Поговорил с хозяйкой, с ее мужем. Муж очень хочет все-таки этот дом оставить. Он увидел, что с него что-то получается. И ремонт будем продолжать. Так что впереди еще, наверное, самое интересное, потому что это уже как бы финишные такие работы. Ну, где двери поставить, где на улице окультурить все, дом даже покрасим. Сам процесс, я думаю, вам тоже будет интересен. Ну и в конце концов мы же должны увидеть уже нормальное состояние этого дома. Это нормально. И к этому будем стремиться. Так что сериал продолжается. Я вообще, если честно, не планировал, что какая-то будет покупка кухни. Мне надо было просто план кухни для кранов, для вывода там розеток. Юра там долбит. Уже веселее, видите, когда один там, один тут. Кстати, можете сами ставить, если покупаете такую плитку, не очень сложно. Есть, конечно, нюансы, но я уже так понимаю, у меня здесь есть люди, ну, вообще без денег, а делать надо. Я сам так, у меня когда родился Юра, я вообще не без понятия был по этим делам. Я первую плитку в своей ванной сам поставил на цемент с песком. Вот такой слой. 20 на 20. В общем, всегда запоминайте, я не жалую, я не хвастаю, ничего вам не могу обещать, так же, как и вы в своей жизни не знаете, что будет завтра. Как идет все, так и идет, так и показываю. Я не могу придумать сценарий моей жизни на 3 месяца вперед. Так что, ну и, наверное, так же интереснее, правильно? Если вам интересна такая тема, не забудьте подписаться, чтобы не потерять следующие видео. Я вам показывал уже 5 раз, что приходили эти гидравлики, нужно установить счетчик. Ну и вот наконец-то мы с Юрой созрели, надо им выкопать яму эту. Юра, что там? Надо, наверное, чуть глубже. Да. Земля уже началась. Я так понимаю, клада не нашел-то. Неудобно выгребать отсюда. Надо какой-то ковш, наверное. Пока кухня не поставлена, хочу доделать все углы, какие-то пятна, которые высвечиваются. Напомню, мне здесь надо на 3 с плюсом, на 4 покраску и все сделать. Идеально я ничего не делаю. Лучше я больше сделаю все на 4, чем меньше все сделаю на 5 баллов. И самое главное, что этот способ мой устраивает хозяйку. Так что не надо меня там сильно критиковать. Все по договору. Так, ну вот, по заказу гидравликов мы расширили это все. Теперь он может даже работать лежа. Уж удобнее тут не придумаешь ничего. Лежа вполне возможно. Вы же в курсе, что работать-то с моих видео можно и лежа. Так что подушечку ему тут поставлю и вперед. Вот как по мне, нам тоже такое надо сделать, что-то подобное. Это у соседей делают. Так вот разровнять все. И будет всем счастье. 3 месяца собирался засиликонить это окно. Туда, когда сильный дождь, заливает вода. И так как у меня все готово, надо срочно это заделать. Ну и покажу вам мой способ. Засирают окна, унитазы. Знаете, пальцем провел, все вокруг в силиконе. Его потом невозможно счистить. Никто мне не оплачивает это отдельно.
И вообще эту работу никто и не увидит. И когда я покрашу стену за это же время, ее будет видно. А когда я буду играться, этого не видно. Такая тоже неблагодарная работа. Короче, этот подсох, но он внутри нормальный. Можно выкинуть, а можно вот что сделать. Видите, он внутри живой еще. Может быть, пистолетом он бы и... У меня есть такой шпателек. Просто зашпаклюю. Я рекомендую всем наклеивать скотч на то место таким образом, где хотите силиконить. Так вы 100% ничего вокруг не засрете. Ну и у меня, забыл, я дома 2 пистолета есть, и первый раз пробую шпателем это заделать. Представьте себе, все получилось. И не выкинул этот старый силикон, потому что он подсыхает сверху, и выдавить его невозможно. Не всегда получается прочистить это выходное отверстие. Я его иногда шурупом вытаскиваю, не всегда получается. В любом случае не видно, да и будет красиво, не переживайте. У меня все красиво всегда. Как ни странно, но 50% рабочих не могут нормально засиликонить вот такие швы. И сразу желательно это снять. Потому что если оно подсохнет, оно может потянуть потом и саму эту. Так, на крышу. Так, не телефон мешает, я пока поставлю. Ну и все. Я уже 3 месяца хотел сделать. И вот получается, помимо больших каких-то работ видных, есть куча вот таких вот мелочей. Вот этот треугольник там сделан так странно, непонятно. Его невозможно обрезать, потому что форма пола сверху, она имеет какую-то свою форму. Я спросил у хозяйки, что делать с этим треугольником. Она говорит, ну замажь как-нибудь, что-то окультурив это и все. Вот я и должен уже закрасить, потому что, опять же, пока кухню я не установил, хочу сделать хотя бы более-менее эти верхние, все, что над ней находится, чтобы потом не накрывать, не засирать ее, как бы всегда так удобнее. Сначала нужно делать сверху, а потом делать идти вниз. То есть это железное правило, что уборки, что ремонта. Тут на потолке какая-то металлическая там основа какая-то сделана, тоже заржавела, ее прокрасили цинком, ну и подшпаклевывают. То есть вот эти мелочи, это нормально, это не ошибки, они вылазят, это ничего страшного. Главное их не забыть заделать и вообще заделать. Ну, в общем, предварительно вот так. Это все надо еще будет отодвигать, доделывать, найти фотку, что тут было. Все, сон устанку. Устал я, хочу домой. Ой, докрасили мы салон с Юрой, что-то подстуковали. А, еще чуть-чуть, сейчас я его заставлю. Там не лень. Остался кусочек на стене, там пятно. Ну все, нашли ножки на эту среднюю тумбочку. Подкрасили, покрасили. Это уже осталось доделать, беду. Ну и ничего, вроде вид все лучше и лучше. Хватит, на сегодня хватит. Блин, только чтобы уйти, надо полчаса как минимум, чтобы собраться. Все закрыто, я поехал.